Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами находимся в Черновцах, Национальный университет имени Федьковича. Очень красивый ансамбль. Издали, честно говоря, когда я первый раз увидел, мне показалось, что Гарри Поттер где-то рядом. Мы с Аней зашли, но не, его здесь не было. Но дух его где-то тут, стопудово. Тут очень много гуляющих. Сегодня выходной день. Вообще Черновцы меня поразили тем, что тут практически в любом районе города поют черные дрозды. Они тут, кажется, что везде. Это так красиво, как будто весь город это парковая зона. Классно. Так вот, возвращаясь, так сказать, к Чернобылю. Кофе мы потом выпьем, обязательно, не без этого. Мне вспомнился один очень смешной случай, который приключился с моим другом. Естественно, фамилии я никакие называть не буду, но это должно оставаться тайной. И вы поймете почему. Перед каждым походом мы обязательно ходили в туалет. Потому что если в зоне припрет, это тогда памперс одевать надо. В общем, еще, так будем говорить, на заре сталкерских походов в объект укрытия, то есть это где-то начало 90-х, мой друг пошел, видимо, в ознакомительный поход, он сам рассказывал, я не знаю, зачем кто пошел. И уже на обратном пути его так приперло, но мужики поймут, мужики терпеть не могут, но хуже значительно, чем женщины. И, короче, он таки справил малую нужду, но его поджидало очень неприятное известие. Когда он вернулся, одежду, естественно, не выбросили, сходил в душ, помылся. Но когда померились, оказалось, что это самое место самое грязное. В ход пошли бритвы. В начале 90-х вы понимаете, что бритвы шик или чего-то близко похожего к этому на станции просто не было. Была обыкновенная, безопасная бритва Нива, если кто помнит, что это такое. И вот эта самая бритва Нива, молодой человек скрупулезно и тщательно выбривал свои интимные места, после чего очень тщательно мыл порошком защита. И потом он возвращался домой, знаете, вот как если вы сидите долго на лошади, и у вас ноги в раскоряку, и у вас там все полыхает, и вы идете медленно. Давай, короче, хлопец поплатился. И запомнил на всю жизнь, что прежде чем идешь в объект укрытия, сходи пописай. Хуже не будет. Вот такой вот комичный случай произошел с моим другом. Когда он первый раз рассказывал, я, конечно, уржался, по полу катался. И говорил, что ж ты делаешь, ты же... со всяким бывает. Слышите? Да. Следующая история. Но мне ее рассказал не прямой очевидец. То есть история из рук в руки. Тоже о человеческих естественных потребностях и необходимостях. Так назовем это. В общем, где-то в середине 90-х примерно водили по зоне группу иностранцев и заводили на территорию близко, где лежал демонтированный кран Демак.
И, в общем, одному из иностранцев, его приперло. Но его приперло по-серьезному. Правда, он об этом не сказал. Он просто спросил, а где тут туалет? Кто был в зоне, на этот вопрос вот так вот руками разводят. Где туалет? На площадке, где техника, которую дезактивировали, биотуалетов тогда еще не было и не ставили. В общем, сопровождающий ему махнул в сторону кустов, мол, туда иди. Он ушел. Они в касках, кстати, были. Нету. Вроде бы уже должен вернуться, его нету. Двое сопровождающий начал беспокоиться. Начали осматривать, так сказать, окрестности, куда же он делся. И заметили как раз таки белую касочку, торчащую там среди металлоконструкций каких-то. Сопровождающий говорит, господи, куда же его занесло-то? И к дозиметристу, и говорит, слушай, прикинь, что он там нахватает и что мне делать? И тут надо отдать должное дозиметристу. Совершенно хладнокровно прикинул, говорит, там примерно на уровне, так сказать, его гранат светит примерно столько. Он сидит на корточках, дозиметр на груди, экранируется, поглощается. Ничего, все нормально будет, не беспокойся. Короче, история закончилась вполне благополучно. Никто из группы, особенно этот иностранец, не перебрал. Все вложились в норму. И я не думаю, что он на самом деле там что-то подсветил себе. Но сама ситуация достаточно комичная, но она говорит о том, что слушайте своих экскурсоводов и идите туда, куда он вас послал, а не совсем в другую сторону. Потому что зона — это вам не парк, где есть биотуалеты или какие-то лавочки, и есть дорожки, по которым вы можете выйти. В зоне могут попадаться всякие штучки. Почитайте Стругацкий «Пикник на обочине». И вы узнаете, какие могут быть штучки, которые могут навредить вашему здоровью. Дорогие друзья, сегодня мы с вами находимся на углу Центральной площади и улицы Ольги Кобылянской, одной из немногих полностью пешеходных улиц Украины. Хрещатик иногда, конечно, тоже перекрывает, но это только иногда, а здесь она всегда пешеходная. Я вас приглашаю в один из двориков, где есть замечательное заведение под названием «Колесо», и там хозяин заведения согласился на час раньше открыться, чтобы напоить нас чашечкой кофе, а я добавлю привкус Чернобыля. Перепрошую. Візьміть, це безкоштовно. Безкоштовно. Дякую. Вот, нам только что подарували карту. Старе місто. Ну теперь пойдемте пить кофе. Сало в шоколаде. Никогда не пробовал. И сейчас вместе с вами, вернее на ваших глазах, я это буду есть. И рассказывать вам серьезные вещи. А теперь попробуем. А потом я вам расскажу серьезные вещи. Тут грецкий орешек, по-моему, покрошенный. Все это завернуто в тонкий и полито шоколадом. И внутри тоже еще шоколад есть.
классно, я вам скажу. Я никогда, блин, вот это сникерс, да, вот это наш украинский сникерс, чи як еще там назвать его, моцарелла, чи что там, я не знаю. Слышишь ты, да не? Ну, дадим оператору, не вы. На, попробуй. Ой, ой, яка смакота. М? Итак, вчера мы говорили с вами о достаточно веселых вещах, забавных, но жизненных. Сегодня я хочу затронуть тему ошибок ликвидации. К сожалению, я считаю, что, к сожалению, по прошествии многих лет мы, оглядываясь назад, оцениваем действия по ликвидации уже с нашей точки зрения, имея значительно больше информации, что тогда происходило, чем когда принимались эти решения. Взять хотя бы работу шахтеров, когда они рыли под фундаментом главного корпуса шахту, грот и для размещения охлаждающего оборудования. На тот момент, когда это происходило в мае месяце, не было информации, что же происходит с топливом и в каком оно состоянии и где оно. Боялись, и вполне обоснованно, что вся эта масса лава проплавит фундамент и попадет в грунтовые воды. Это, конечно, не китайский синдром, не проплавило бы и весь земной шарик насквозь. Но дойти до грунтовых вод, в принципе, теоретически возможно было. Именно поэтому и проводилась эта работа. Ударными темпами, быстро, шахтеры, метростроевцы работали просто не покладая рук и сил. И в жару, это же, многие видели эти кадры хроники. После того, как шахтеры закончили свою работу и приступили к монтажу оборудования, и когда уже жидкий азот был завезен на площадку, выяснилось, что лава остановилась и не двигается дальше. И после этого через несколько лет посыпались обвинения в том, что совершенно напрасно дурацкая работа, которая стоила наверняка кому-то стоила здоровья, а возможно и жизни кому-то из шахтеров, кто это делал, метростроевцы. Но, ребята, на тот момент, еще раз подчеркиваю, информации не было. Я думаю, что это было нормальным решением, страховочным. И осуждать за это, некорректно. Точно так же говорить, что сбрасывая песок, свинец в шахту реактора, больше навредили, чем принесло пользы. Как развивались бы события, если бы этого не делали, никто не знает. Да, сбрасывали не всегда точно в шахту реактора. Представьте, в каких условиях это все делалось. Вертолет на высоте не ниже 200 метров, с мощным восходящим горячим потоком, радиационной обстановкой сотни рентген в час. Вертолет болтает. В общем, и то, что они сделали, это достойное уважения. Взять хотя бы операцию «Игла», которую они проводили. Это специальная штанга длинная, метров 20, по-моему, в длину, с датчиками. Ее хотели забросить в шахту реактора для получения более точной информации. Но попали в бассейн выдержки, который рядом. То есть, промазали буквально на метр, наверное, на полтора. Я считаю, что это ювелирная работа в тех условиях. Да, они попали в шахту реактора, но попали в бассейн выдержки и все равно имели уже более-менее точную и достоверную информацию. Те же буи с приборами, с датчиками, которые опускали в том числе и с вертолета и с помощью крана Демак.
которые с помощью этих буев и датчиков, которые у них были расположены, получали первую, более-менее достоверную информацию о обстановке в центральном зале, о температуре, о радиационных полях. Поэтому говорить, что принимались ошибочные решения, а тем более осуждать за это, типа вот дурни, блин, спалили, нахрена все это делали. Ребята, вы там не были. В тех условиях, в которых принимались эти решения, вы не были. И не дай Бог кому-нибудь в этом быть. Ну а теперь еще сальца. Под конец я вам расскажу одну маленькую быстренькую историю, связанную с краном Демак. Мне ее рассказал человек, который был непосредственным участником. В общем, в процессе работы у одного из кранов упала стрела. То есть ее перегрузили, и, по всей видимости, немцы это нормально делают свою работу. Краны находились на гарантийном обслуживании, а механизм, который должен был застопорить и предупредить о перегрузе, скорее всего, сработал, но в пылу монтажа и всего прочего не обратили внимания, по всей видимости, на эти все сигналы. Стрелу перегрузили, и она упала. А этот товарищ в свое время занимался монтажом в самом начале, когда краны привезли, он их собирал. И он их знал досконально. Мог, по сути дела, закрытыми глазами собрать их. Вот. А кроме того, он был токарем, мастером, слесарем, золотые руки. Вот таких еще можно сказать, что он левша. Его вызывают из Москвы, говорят условно Михалыч, на самом деле его зовут иначе, ну, назовем его Михалыч. Михалыч, вот такая фигня приключилась. Надо сделать так, чтобы данный механизм сломался из-за внутреннего дефекта, а не по причине перегруза и нашей невнимательности. Михалыч почесал репу, забрал все это хозяйство в Москву. Ну, там не было оборудования или станков, которые ему необходимы были. Дали ему сроку несколько дней. Уже, надо же было немцев вызывать, и к их приезду, чтобы все было уже готово. Михалыч справился, привез. Через день, через два приехали немцы, им представили на столе, разложили всю эту коробочку, ту самую металлическую штучку, которая сломалась по вине перегруза, но на самом деле, она сломалась по вине перегруза, но она была выточена по новой так и сделана, как будто бы она сломалась из-за внутреннего дефекта. Это вот каким умельцем нужно быть, чтобы так сделать. Короче, немцы пришли, удивились, сильно удивились, и попросили забрать это все дело к себе в Германию, чтобы там исследовать на своей лаборатории. На что наши сказали, не, ни в коем случае, это все грязное, за пределы зоны вывозить нельзя. То есть в Москву-то можно было? За пределы зоны ни в коем случае. Немцы тоже почесали свои репы и согласились. То есть визуальный осмотр подтвердил, что был внутренний дефект. И гарантийное обслуживание не было оборвано, прервано. Вот так Михалыч спас свое руководство от возмещения ущерба. Блин! Я оставлю сидеть и думать. Надо сало съесть. Тут что-то нападало уже, конечно. Да, Вообще на волосах это все. нехай.
Вот так Михалыч спас свое руководство от возмещения ущерба, нанесенного чьей-то халатностью. Ну и на сегодня все. И не только на сегодня. Следующий сюжет я, наверное, таки сделаю о водолазах. Очень часто в комментариях вы просите это сделать. Но это уже по приезду домой. А завтра мы еще гуляем в Черновцах. Классный город, красивый. Приезжайте, не пожалеете. Будем жить.